как традиционно акушеры-гинекологи определяют клиническую беременность. Собственно говоря, до появления тестов на беременность и до появления вот этого теста по ХГЧ, даже в крови, мы довольно часто использовали ручной осмотр. И женщина приходила к врачу, когда наступала задержка. Причем эта задержка была не несколько дней, а была уже неделю, 2, даже 3, а иногда даже целый месяц выпал, и поэтому женщина шла к врачу, чтобы понять с ней, что происходит. Поэтому вот этот критерий задержка месячной, он так и остался как диагностический критерий постановки диагноза беременность. Поэтому это один из критериев. Второй важный критерий, мы должны подтвердить это на гормональном уровне. Поэтому ХГЧ, определение ХГЧ в крови, это еще один метод постановки диагноза беременности. И третий метод – это как раз УЗД. УЗД, потому что нам нужно найти плодное яйцо и, значит, увидеть, где оно. Оно должно быть в матке, если это нормальная беременность, а не внематочная. И таким образом мы можем говорить о клинической беременности, что очень важно. Как вы заметили, я не упоминала как раз об осмотре, и я объясню, почему дальше. Но возвращаемся к задержке месячных. Оказывается, что у 25% беременных женщин при задержке месячных может быть на самом деле кровянистое выделение. То есть 25% беременных женщин кровят в первом триместре. Кровят по-разному, от реального кровотечения до, скажем, нескольких капель. Это не обязательно прерывание беременности, это не обязательно что-то плохо. Но именно появление крови может ввести в заблуждение, и она подумает, что это у нее менструация. У меня лично тоже со всеми беременностями было так, что у меня приходили кровянистые выделения, как месячные, чуть меньше, и поэтому я как-то реагировала не совсем, как-то так, без переживаний, то есть, хорошо, раз пошли месячные, значит, я не беременна. Но потом в течение суток все прекращалось, и в дальнейшем я уже понимала, что все-таки я беременная. Но это далеко не у каждой женщины так. Поэтому задержка месячных, она не самый главный диагностический критерий наличия или отсутствия беременности. Менструация может запаздывать, и вообще мы говорим о нормальных регулярных циклах, это 21-35 дней плюс-минус 7 дней. То есть менструация может прийти чуть раньше, может прийти на 7 дней даже позже. Опять же, это не всегда беременность, поэтому мы не делаем из этого каких-то страшных выводов. И если есть задержка, мы должны подождать еще немножко. То есть можно сделать тест на беременность, если он положительный. Наверное, большая вероятность того, что все-таки женщина беременна. Но если женщина не уверена, может быть, она беременна или нет, или она не хочет делать тест и другие анализы, мы рекомендуем подождать еще 7 дней, то есть до 14 дней задержки, и уже тогда можно предпринимать какие-то методы диагностики, если в этом есть необходимость. Теперь поговорим также о признаках беременности. Очень многие женщины сразу прислушиваются к себе. Вы не представляете, как много я получаю писем и сообщений, где мне пишут: ой, меня что-то стошнило, меня в груди закололо, меня в животе заворчало, то есть, может, я там беременна, может, еще что-то. И вы не представляете, как это, с одной стороны смешно, с другой стороны понимаю, что женщины имеют очень небольшое представление о том, как на самом деле можно диагностировать беременность, что такое беременность, и когда мы можем говорить о каких-то признаках беременности. Так вот, болезненность груди, сразу все отмечают, что болит грудь. Но на самом деле у большинства женщин грудь начинает потихоньку увеличиваться, болеть где-то с 6-й недели беременности, то есть уже при задержке. И это как раз нормально, потому что грудь может болеть и перед месячными. Существует так называемый предменструальный синдром, и он как раз может протекать с болезненностью груди. Это не значит, что женщина беременна. Поэтому повторю еще раз, что обычно при беременности грудь начинает болеть с 6-й недели, после 6-й недели. И тут еще один миф, что если грудь полностью перестала болеть, то это признак того, что беременность плохая, то есть что это замершая беременность и так далее. На самом деле грудь может болеть в течение нескольких недель, а потом адаптироваться, и эта болезнь может уменьшиться. Есть женщины, которые говорят, что их болит всю беременность. Есть женщины, которые говорят, что их немножко поболело и перестало болеть. То есть грудь это не является достоверный признак беременности.
Существует еще один признак, и я уверена, что многие женщины через него прошли. Это частые позывы мочеиспусканию, и, в принципе, хуже всего, когда женщина начинает ставить цистит, потому что женщина говорит, что она бегает в туалет постоянно, особенно ночью. Что, собственно говоря, происходит? Растущая матка, вернее, даже не растущая, она еще не растет. Это плодное яйцо настолько маленькое, что матка только начинает приспосабливаться к своему новому состоянию. И она начинает активизироваться, посылать сигналы сначала в поясничное сплетение, а потом в головной мозг. И поскольку идет вот этот особый возврат сигналов в органы малого таза, мочевой пузырь тоже начинает активироваться. Поэтому женщина начинает бегать в туалет и вроде бы и хочет, и не хочет. И в этом случае нельзя ставить диагноз цистита, то есть только по частым позывам это не цистит. И самая большая ошибка, что многим женщинам назначают антибиотики, потому что говорят, что это цистит. Цистит не ставится только по частым мочеиспусканиям. Для этого должны делать общий анализ мочи и ряд других анализов, которые подтверждают цистит. Также, если у женщины никогда не было в прошлом цистита, почему вдруг у нее цистит на фоне задержки месячных? Поэтому нужно быть очень осторожным в оценке своих ощущений, и особенно при приеме различных медикаментов якобы для лечения цистита. И также многие женщины начинают жаловаться на то, что они становятся сонливыми, уставшими, что их действительно часто клонит ко сну. Кстати, это гипоксия, состояние гипоксии очень важно для имплантации, поэтому так или иначе женщина тоже имеет некоторое такое состояние нехватки кислорода. Хотя тут еще один важный момент, что с беременностью женщина становится более чувствительным к углекислому газу, поэтому может терять сознание, скажем, в закрытых помещениях, которые плохо проветриваются, или, например, при ношении маски. И это не самые плохие, признаки беременности, поэтому не нужно тоже пугаться, если вдруг такое возникает. Но также появляется усталость, изменение восприятия запаха. Если одни запахи раньше не нравились, сейчас они начинают нравиться. И наоборот, те, которые нравились, очень перестают нравиться. Некоторые женщины говорят, что они не могут даже использовать свои любимые духи, потому что становится плохо от этого.